Примерно так выглядит самый распространенный спортивный инвентарь в мире. Но сегодня в центре нашего внимания будет вот это. Меня зовут Геннадий Войтович. В эфире «Вот это спорт». Прямо сейчас играем в Ринго. Наш проект покажет вам малоизвестные виды спорта. Мы расскажем, как они возникли, правила, как развиваются в нашей стране и во всем мире. «Вот это спорт» расширяет ваши границы спорта. Ринго! Ринго – это динамичная игра, которая отдаленно напоминает пионербол. Только в качестве спортивного снаряда, который надо перебрасывать через сетку, выступает не мяч, а специальное резиновое кольцо. Игра зародилась в 1959 году в Польше. Основателем стал капитан сборной Польши по фехтованию Владимир Стрижевский. Команда готовилась к чемпионату мира в Турине. Однако Стрижевский из-за болезни не смог вместе со сборной приехать в спортивный лагерь, и ему пришлось готовиться самостоятельно. В процессе такой подготовки и появилась новая спортивная игра ринго. Количество поклонников ринга в Польше стало расти, и в 1973 году стартовал первый чемпионат этой страны. А ровно через 20 лет также в Польше создается Международная федерация ринго. В Беларуси игра появляется в 1995 году. Изначально в ринго стали играть на уроках физкультуры в одной из школ Мязельского района. Внедрение ринга в учебный процесс увенчалось успехом. И в этом же году белорусские спортсмены впервые участвуют в международном турнире в Польше. В последующем наша сборная постоянно выступает на турнирах самого высокого уровня, в том числе на чемпионатах мира. Цель игры – направить кольцо над сеткой, чтобы оно упало на площадку на стороне противника. Соперник же, в свою очередь, должен словить кольцо и не дать ему упасть. За каждое касание кольца площадки или за выход в аут засчитывается 1 очко. Партия играется до 15 очков. Игра может состоять из одной или из 3 партий. Соревнования проходят в личном разделе между парами, а также между командами, состоящими из 3 человек. В личном разделе играют одним кольцом. В парных или командных соревнованиях играют 2 кольцами одновременно. А теперь разберемся в правилах игры, узнаем, что можно делать, а что нельзя. В этом нам поможет чемпион мира Илья Иванов. Приветствую. Итак, основные правила в ринго следующие. Кольцо нужно ловить одной рукой и бросать той рукой, которой его словили. Кидать нужно кольцо с той позиции, с которой его словили. В команде нельзя давать пас. Нельзя прыгать во время атаки. Когда ловишь кольцо, можно делать максимум 2 касания. Сегодня параллельно с ринго развивается еще одна похожая дисциплина – ринг-теннис. Хотя ракетка нам в этом не понадобится. Ринг-теннис! Эта разновидность игры с кольцом пришла в Беларусь несколько позже, а именно в 2008 году. Правила игры очень схожи с правилами ринга, однако есть определенные отличия. Основные отличия ринга от ринг-тенниса – это в том, что площадка меньше, чем в ринго. Также сетка ниже. Отличается кольцом и есть ограничения в бросках. Запрещен бросок сверху вниз. В ринго могут играть 2 кольцами, но в ринг-теннис только одним. Также играется не на счет, а на время, 2 тайма по 10 минут. А сейчас самое время поближе познакомиться со спортивным инвентарем. Главным инвентарем для игры ринга и ринг-тенниса являются кольца. Вот это кольцо будет для ринга, а это для ринг-тенниса. Чем они отличаются? Кольцо для ринга. Оно имеет размеры 170 сантиметров в диаметре, внутриполое и весом 160-165 грамм. Вот можно, если обратить внимание, оно рифленое. Это для того, чтобы кольцо не вылетало из рук, когда руки потеют. Это кольцо для ринг-тенниса. Оно более гладкое и чуть меньше в диаметре.
Опытный спортсмен обладает огромным техническим арсеналом, как в части бросковой техники, так и в части техники приема кольца. Вашему вниманию небольшой мастер-класс техники ринго. В ринге существует более 10 различных бросков. Первый, самый простой из них, это бросок снизу. Отводится кольцо к ноге и выполняется следующим образом. Следующий – это бросок у сетки. Самый простой бросок – сетка. Мы бросаем кольцо вертикально, и оно падает сразу за сеткой на сторону соперника. Следующий атакующий бросок – бросок гранатой. Кольцо берется следующим образом, отводится к плечу, идет замах и как бросок гранатой бросаем. Самый сложный, но самый эффективный бросок – силовой бросок. Кольцо выкладывается на руку, берется следующим образом, фиксируется на пальчиках. Отводим также к плечу, идет замах и дополнительно еще подкручиваем кольцо, бросаем. Это основные виды. Также есть не основные виды. Это бросок копьем, бросок обводящий, тактический высокий бросок. Существует 3 вида ловли броска. Первое – это ловля перед собой хватом сверху. Это основная ловля, которая используется для ловли высоко летящих колец. Второй вид – это ловля перед собой хватом снизу. Используется для ловли низколетящих колец, например, когда бросок идет под сетку. И, наконец, третий вид ловли – это ловля за собой хватом сверху. Используется, чтобы максимально приблизиться к сетке за счет движения вперед. Сегодня в ринго играют около 30 стран. В основном это европейские державы, хотя и на других континентах игра пользуется популярностью. Одним из лидеров является Польша. Беларусь, к слову, также в числе топов. Белорусская федерация ринга создается в 2009 году. Примерно в это же время приходят первые серьезные спортивные успехи. А в 2014-м белорусские спортсмены впервые завоевывают золотые медали чемпионата мира. Сегодня же мы одни из лучших в этом виде спорта. На мировой арене Беларусь занимает ведущее место, и это подтверждением является выступление на чемпионатах мира. Беларусь участвовала в 4 чемпионатах мира, где мы занимали первые, вторые, третьи места. И хочется отметить, что за последних 3 чемпионатах мы заняли 5 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых медалей. Главным турниром в ринге является чемпионат мира, который проходит раз в 4 года. В 2018 году планетарный форум был проведен именно в Беларуси. Это стало самым значимым событием за всю историю отечественного ринга. Более того, этот турнир стал триумфальным для нашей сборной. На турнире мы выступили, я бы сказал, очень даже хорошо. Мы взяли много медалей в личных дисциплинах, конкретно даже я стал чемпионом. И также более важное достижение – это что Беларусь выиграла командные соревнования в плане сборных. Это большое достижение, я бы сказал, большущее достижение с точки вклада в развитие ринга в Беларуси, потому что мы со дня основания всегда пытались настичь наших заклятых друзей поляков, и на этом турнире мы все-таки победили. Помимо чемпионата мира в Беларуси постоянно проходят и другие крупные соревнования. Всего же внутренний спортивный сезон в нашей стране включает около 10 стартов, главные из которых международные майские и ноябрьские турниры. В ринго в Беларуси играют более 300 человек, при этом спорт развивается во многих регионах страны. Ринго развивает внимание, ловкость, координацию, а главное – никакого травматизма. Меня зовут Геннадий Войтович. Вы смотрели «Вот это спорт». Общайтесь с нами в социальных сетях и до новых встреч.
Короче, Илья, давай, кто больше забросит колец отсюда вон на ту палку. По 4 кольца, проигравший будет победителя. Есть? Давай. Все, понеслась. Я первый. Ну ничего, у меня еще 2 штуки. Еще ничего не потеряно. Я уже понял, как нужно бросать. Смотри. Видал? Пусть попробует. У меня последняя попытка есть. Вот это работка!